Друзья мои, приветствую всех на своем канале. С вами я, Николай Соловьев. Я клинический психолог, кинезиолог. И сегодня мой ролик про деньги. Про деньги, про тот финансовый поток, денежный поток, о котором сейчас так много говорится. Денежный поток, денежная составляющая, доход, большие чеки. Как только сейчас это не называют, и только с чем не работают люди разных специальностей. Да, тоже в этом есть смысл увеличить доходную часть. Я сегодня вам не буду про это рассказывать, как мы поднимаем средние чеки, охваты и так далее. Это не ко мне. О чем бы я хотел вам сказать и на что заострить ваше внимание? Об очень простой вещи. О второй стороне медали. Если вы человеку даете ресурс, то у человека должно хватать сил нести за него ответственность. Правильно? Поэтому у человека должна быть уже сформирована такая вещь, как целеполагание. То есть зачем ему эти деньги, что с ними он будет делать, на что он их потратит, в какие проекты привнесет, сможет ли он ими управлять. Я сейчас говорю о таких вещах, которые не будут создавать дополнительные нагрузки на психику человека. Это важно помнить и знать. Если человек к этому не готов, то деньги ему будут только нагрузкой. Ну и, конечно, если еще раз вернуться к целеполаганию, если я не знаю, зачем мне эти деньги, я не знаю, куда я их потрачу, я что-то на них куплю, что конкретно, во что вы их вложите, соответственно, вы никогда эти деньги не приобретете, потому что вам, ну, скажем так, Вселенная их просто не даст, ваша психосоматика их не примет, иначе это будет дополнительная нагрузка на ваш организм, на ваше здоровье. В продолжении всей этой истории давайте подумаем таким простым вопросом об ответственности, об умении распоряжаться деньгами, да? Чтобы мы не стали какими-то мотами, чтобы мы не спустили деньги на что-то ненужное. Это же ресурс. Ресурс тоже зачем-то дается человеку. И вот как раз умением распорядиться в бизнесе, нести ответственность за тех людей, которых ты туда пригласил, за те проекты, которые ты ведешь, за те бюджеты, которые тебе придется соблюдать. То есть деньги – это не только свобода, это есть еще какие-то внутренние рамки и правила. Я не говорю про ограничения, я говорю о той системе ценностей, которая должна быть сформирована у зрелой личности, чтобы она могла распоряжаться какими-то большими суммами, чтобы мы не слышали потом каких-то мошеннических историй, либо кто-то куда-то вышел в окно из-за того, что он не смог справиться с той нагрузкой, которую сам себе же и притянул в жизнь. Допустим, набрал денег в долг, взял какие-то кредиты, ипотеки и много еще чего, и потом просто не справился с этим. Поэтому, друзья мои, коллеги, возможно, будущие пациенты, все те, кто думает о том, как восстановить свою финансовую независимость, как улучшить свое материальное благосостояние, это абсолютно нормально. Двигаться по лестнице увеличения оплаты, для кого-то это тоже абсолютно приемлемо. Но помните, что вы должны быть готовы к тому, что вы эту энергию денег, массу денег, которая тоже может давить свою ответственность, можете переварить и освоить. Я всем этого желаю. Всем добра и здоровья. Жду ваших комментариев. Ну и подписывайтесь, задавайте вопросы.